Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Они быстро идут с бараном к месту, которое приходит на ум Дилану, и находит там Чинара. Когда Чинар говорит, что никогда больше не отпустит твою руку, Дилан говорит, что я больше никогда не оставлю его одного, а баран и Дилан одновременно обнимают Чинара. Чинару очень приятно их искренне обнимать. Пока люди в особняке задаются вопросом, где находится Чинар, баран и Дилан возвращаются с Чинаром. Чинар немедленно обнимает своего отца. Пока Джейда делает вид, что обнимает Чинара, госпожа Хаджер только спрашивает, в порядке ли он. Затем Джейда говорит: «Потеряй ребенка и плачь». Берон говорит, что сейчас не время и не место говорить об этом. Пока Берфин ведет Чинара в свою комнату, тетя Джейда говорит: «Они чуть не похитили моего ребенка, что это за безответственность, если вы в здравом уме, зачем вы таскаете ребенка туда-сюда?» Госпожа Азади говорит, что сейчас не время, а Дилан очень расстроен и говорит: «Не беспокойтесь». Когда госпожа Хаджер продолжает нападать на Джейду и Тарика Дилана, баран говорит «достаточно» и заставляет их замолчать. Сказав Дилану барану, что родители Тарика и Джейды Чинар злятся, это нормально, это моя вина, извини, он уходит от них. Когда Джейда спрашивает, должны ли мы встать на колени у ее ног, потому что она пролила 2 капли виноватых и сильных слез, Тарик сердито смотрит на Джейду и говорит: «Увидимся позже». Когда Дилан приходит в комнату, он винит себя в том, через что пришлось пройти Чинару из-за него. Берон говорит, что ты принимаешь лекарства, и, возможно, это произошло из-за этого, но Дилан говорит, что ни в коем случае, он еще ребенок, мне следовало быть более осторожным. Берон, ты так жестоко к себе, не делай этого. Я понимаю, что ты переживаешь трудный процесс, не пора ли быть добрым к себе? В любом случае, неважно, он просит ее прилечь, чтобы это произошло. Она может прийти и немного отдохнуть. Баран говорит, что спустится вниз, чтобы позаботиться о Чинаре, и выходит из комнаты. Чинар рассказывает Берфину, как он обращался с теми, кто хотел его похитить, и говорит: «Вы бы видели моего настоящего дядю Барана, он буквально сбил этого человека с ног. Я буду как мой дядя Баран, когда вырасту». Затем, когда он внезапно делает паузу, Берфин спрашивает, что случилось. Чинар Дилан была очень расстроена и плакала из-за меня. Я спросил, расстроена ли она из-за того, что я не остался с ней. Когда она спросила, возьмет ли она меня снова в парк, Берфин ответил: «Конечно, почему бы и нет». Пока баран разговаривает с Акифом и Геном Кудретом о том, кто хотел похитить Чинара и почему, а также о том, чтобы не оставлять Дилана одного, приходит Тарик. Акиф объясняет, что человек, который пытался похитить Чинара, был пойман, у него были другие дети, и он был заключен в тюрьму, но он говорит: «Мне нужно поговорить с Чинаром», то, что он говорит о семье, важно, а затем спрашивает Тарика, если Чинар спит. Когда Тарик молчит, он говорит, что поговорите с бараном Чинаром завтра, и позвольте Акифу немного отдохнуть сегодня. Когда Тарик Чинар говорит: «Он мой сын, с этого момента я позабочусь о нем», баран Чинар, Коробей. Проблема с ним тоже наша. Он самый маленький и невинный член нашей семьи. А также наш сын. Наш долг – защитить его от любого вреда, который может с ним случиться. Я не откажусь от этого вопроса. Когда Тарик встает, чтобы посмотреть на Чинара, он замечает, что Джейда слушает их сбоку и тянет ее за руку, чтобы спросить, что ты здесь делаешь. Он разговаривает с бараном и Геном Кудретом, говоря, что стариком что-то не так, но я скоро это решу. Когда Берон заходит в комнату рядом с Диланом, он видит, что она встала, и спрашивает, почему она не спит. Мне интересно узнать о Дилан Чинар, но у меня не хватает смелости пойти к ней. Если она увидит меня, она вспомнит, через что ей пришлось пройти сегодня, и снова расстроится, возможно, она никогда не захочет меня видеть. Теперь дальше. Баран говорит: «Чинар тебя очень любит, не волнуйся, у него хорошее настроение, все будет хорошо». Когда Акиф не может связаться со своей тетей Айшей, пока он находится в особняке, ему становится любопытно, он отправляет сообщение и удивляется, когда слышит звук уведомления.
Тарик вызывает к себе Гэжу, Хаджер и Джейду и говорит, что Баран продолжит расследование в отношении семьи и говорит, что вы больше не сделаете ничего, что могло бы навредить Чинару. Если вы это сделаете, мы поговорим с вами по-другому. Когда Дилан спрашивает Барана, считает ли он себя виновным, Баран очень злится и говорит: «Я не хочу оставлять Джейду одну, потому что не хочу, чтобы она еще больше тебя расстраивала. Дилан, я больше не знаю, что думать. Я не могу поправиться». Когда я говорю о Берон, Берон обнимает ее и говорит: «Я тебя очень хорошо понимаю, тебе очень тяжело». Затем он спрашивает Дилана, хочет ли он поехать в Чинар. Дилан говорит, что нет, уже поздно, и его родители с ним, поэтому не должно быть никакого напряжения, это плохо для Чинара. Когда Берфин отвечает на сообщение Акифа, говоря, что с ним все в порядке, потому что ему нужно закрыть этот вопрос, Акиф сразу говорит, что, по крайней мере, ты подал признаки жизни, и это что-то. Акиф спрашивает, почему он ушел из дома незамеченным, но тот сожалеет об этом и извиняется перед ним. Берфин откладывает телефон в сторону и говорит: «Мне нужно закончить этот вопрос сейчас, я не могу этого сделать». Пока Дилан спит, Берон исследует работу, видит что-то, что его сбивает с толку, и идет за этим из исследования. В это время Чинару снится кошмар, Баран слышит его голос, подходит к нему и ласкает его. Когда Чинар просыпается и говорит «Дилан», Баран говорит: «Спи, молодой человек», Дилан тоже спит. Дядя Чинар Баран говорит: «Когда я вырасту, я буду как ты, буду защищать всех от злодеев, особенно Дилана». Баран ласкает его лицо, говоря: «Все в порядке», молодой человек говорит: «Иди спать», прикрывается и выходит из комнаты. Придя в кабинет, он видит, что Тарик там, и говорит: «Ты опоздал». Тарик говорит, что у меня была работа. Баран, это был трудный день, Дилан очень сожалеет о случившемся, я хочу, чтобы этот вопрос был закрыт, мы живем вместе в этом особняке, надо быть толерантными, по-другому не будет, он выходит из комнаты, говоря удачи. Утром Баран наблюдает за спящим Диланом и вспоминает момент, когда они с Чинаром веселились в парке. Когда Дилан просыпается, он говорит: «Полежи еще немного, и если хочешь, я могу принести твой завтрак в твою комнату». Дилан говорит, что в этом нет необходимости, но когда Берон настаивает и просит его еще немного отдохнуть, Дилан целует Барана в щеку и говорит: «Я буду для тебя хорошим, с этого момента я буду более осторожным. Берон будет счастлива, потому что она моя жена». Дилан Чинар недоумевает, как это произошло, и встает с кровати, чтобы проверить. Пока Чинар спал, когда Хаджер Ханем внезапно вошла в его комнату, он вздрогнул и сел на кровать. Госпожа Хаджер говорит: «Вчера мы не могли поговорить, ты сбежал от семьи, которая хотела привести тебя к нам». Когда Чинар сказал, что они плохие и хотят схватить меня силой, госпожа Хаджер: «Вы неправильно поняли, они собирались привести вас к нам», и она заставила Чинара хранить молчание, потому что Дилан может пострадать, если вы скажете ей такое. Баран ждет прихода Акифа, чтобы поговорить с Кином Кудретом и Чинаром в саду. Когда господин Кудрет видит, что Баран расстроен, он спрашивает, что случилось. Когда Баран сказал, что он просмотрел досье компании, в которую инвестировали вчера вечером, но в нем ничего не было, господин Кудрет немедленно позвонил в компанию и спросил. Когда Дилан собирается войти в ее комнату с подносом с молоком и печеньем в руке, Тарик окликает ее и останавливает. Пока Дилан снова извиняется за вчерашний день и говорит, что ему очень жаль, Тарик говорит: «Я понимаю тебя, очень больно терять ребенка, но если ты любишь Чинара, держись от него подальше», берет поднос из его рук и входит в комнату рядом с Чинаром. Дилан очень расстраивается из-за слов Тарика и бросается в сад. Увидев, что Дилан плохой, Берон спрашивает, что случилось и кто что сказал. Дилан говорит, что никто ничего не говорил, он ничего не делал, чтобы не случилось, я это сделал, просто обними меня, его глаза полны слез. Когда Берфин приходит к Гэже Айхан и говорит ей, что она должна уволиться с работы, госпожа Айхан спрашивает, сделали ли мы что-нибудь, не зная об этом. Когда Берфин сказал: «Это не так, это не имеет к вам никакого отношения», а я настоял на том, чтобы госпожа Айхан справилась хотя бы до конца недели, Берфин не смог ее сломить.
В то время как госпожа Азади желает ей скорейшего выздоровления, госпожа Хаджер и Джейда начинают ругать ее, госпожа Азади уходит от них, говоря: «Не пытайтесь заставить мою невестку заплатить за мои грехи. Хаджер, иначе ты снова найдешь прежнего Азади». Когда госпожа Хаджер уходит, она говорит: «Выздоравливайте скорее, госпожа Азади, я уже не тот человек, которым была раньше, я уже заставила ее заплатить». Дилан говорит Барану, что это был просто нервный срыв. Тем временем звонит телефон Барана, и когда Акиф сообщает ему, что придет, Баран говорит: «Я приду на исследование поздно». Когда Дилан говорит: «Со мной все в порядке, иди и делай свою работу, я позволю тебе посидеть здесь», Баран идет в кабинет и говорит: «Хорошо, я сейчас вернусь». В результате расследования Барана господин Кудрет узнает, что компания занимается неправильным бизнесом и блокирует платеж. В этот момент приходит Чинар и спрашивает, где Дилан, я не видел его со вчерашнего дня. Баран говорит, что он в саду, и с ним все в порядке. Между тем, когда Акиф спрашивает Чинара: «Почему ты не пошел с семьей, которая хотела тебя забрать, почему ты сбежал от них?» Чинар вспоминает, что сказала госпожа Хаджер. Потом он говорит Акифу: «Это моя вина, Дилан не виноват». Когда Баран спрашивает: «Конечно, Дилан не виноват, но скажи мне, что они с тобой сделали», Чинар вспоминает те моменты и говорит, что Дилан не виноват, это все моя вина. Ярак говорит, что этого достаточно, и высылает Чинара из комнаты. Когда Чинар видит Дилана и зовет его, спрашивая, не слышит ли он меня, Дилан говорит: «Я слышал это, я очень устал, мне очень жаль за то, что произошло вчера, мы не сможем пойти снова в парк». Чинар сказал: «Почему я убежал, поэтому это произошло так, я больше не оставлю тебя, я не отпущу твою руку». Дилан не знает, как чтобы объяснить это, его глаза наполняются слезами. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.